Отец Гавриил медленно шел к старому дубу под церковью святого Николая в Березовке. Дуб был известен не столько своей величиной, сколько тем, что в нем таилась история трех вещей: долгой памяти, суровых ветров и необычной выпуклости на стволе, будто дерево проглотило что-то огромное и все еще пыталось переварить это сокровище. Узкая дорожка к дубу была влажной после недавнего дождя, в траве блестели мокрые камешки, а над головой в небе сборная стая птиц вела себя как живой ветер перемен. С каждым шагом вокруг дерева наслоения времени казались ощутимее: отпечатки старых лет на коре, следы когда-то прибитых табличек на земле и даже небольшие трещины, которые, казалось, слышали каждую молитву прихожан. Люди вокруг говорили о нем как о стражнике района, а священник видел в нем не просто дерево, а живой документ эпох. Если действительно выпуклость что-то держит внутри, то подходить к делу нужно было осторожно, чтобы не повредить историю и здоровье людей. Гавриил думал о прошлом, о том, как дерево пережило века и как его тайна могла влиять на будущее прихода. Он понимал, если внутри действительно есть что-то ценное, то путь должен быть обдуманным, без поспешности и без давления чужих желаний. Это место для него было священным, в нем переплетались вера, память и ответственность, и он знал, что любое решение должно служить людям, а не их страхам. Он остановился на мгновение, вслушиваясь в шум ветра и скрип дерева, и мысленно говорил себе: «Если нам дано узнать истину, то мы найдем ее, но не ценой риска для близких». Так он стоял, глядя на дуб, и думал о том, что тайна может оказаться чудом, которое не требует разрушения, а требует мудрости и терпения. На тропу вышел Петр Семенович Волков, глава районной администрации, человек средних лет, с уверенной, привычной улыбкой и без лишних слов. Он подошел к дубу ближе, чтобы указать на выпуклость и объяснить причину визита. Вчерашний бурный ветер едва не повредил крышу дома Марии Ивановны, и тревога в городе стала реальностью. Волков говорил спокойно и структурированно, как будто читал доклад по застрахованию жилого фонда. Все риски учтены, но теперь нужна конкретика. Священник не спорил, ему за 60, и за годы службы он привык к тому, что не все решения нравятся людям. Он вспомнил, как дуб стоял здесь веками, как переживал революции и войны, как ветви качали колокольню и как люди искали оправдания страху. Волков настаивал на том, чтобы найти компромисс. «У вас есть неделя, чтобы разобраться с деревом, иначе мы вмешаемся». Отец принял предписание холодно, но внутри начал собирать мысли: где взять специалистов, как оценить угрозу, как не навредить людям и не разрушить веру. Он произнес тихое «хорошо», чтобы не тревожить людей до конца, и решил действовать. Найдет специалистов и вместе с общиной найдет путь решения, который учтет интересы каждого, но не поставит под угрозу безопасность. Внутри него гудела тревога, но и упование, потому что он знал, что вера и разум могут работать вместе даже в самых запутанных ситуациях. Вечером Анна Петровна Соколова, церковная староста, зашла к отцу Гавриилу с укором и любопытством. Не собирается ли он уничтожать дуб? Она рассказала легенду, которую знала с детства. Бабушка уверяла, что дерево толстеет после грозы, словно набирает силы, а в 1893 году молния ударила по колокольне, и пропал главный колокол. Отец был заинтригован. Может ли связь между исчезновением колокола и выпуклостью быть реальной? Они нашли старые записи 1893 года. Молния ударила в колокольню во время вечерней службы. Колокол исчез. Поиски длились месяцы, но безрезультатно. Но главное — тесная связь между колокольней и месторасположением дерева. Священник понял, что древняя история может объяснить нынешнюю загадку и стать мостиком между прошлым и будущим. Анна Петровна добавляла, что бабушка рассказывала еще и о странных вещах, которые происходили на тот год.
Она упоминала, что колокол имел связь с жизнью прихода, и что его исчезновение могло быть связано с чем-то большим, что прячется под землей или внутри дерева. Священник открыл толстую книгу церковных записей за 1893 год, перебирая строчки старого почерка, и внимательно прочел: «Молния, пропажа колокола, продолжительные поиски, но без результата». Он ощутил, как сердце учащенно биет, когда понял, что возможная связь между прошлым и текущей загадкой может оказаться важной. Анна Петровна размышляла о бабушкиной легенде и о том, что прошлое не всегда следует забывать. Она верила, что если мы найдем ответ, это не только история, но и урок для настоящего. Священник почувствовал, как внутри него зреет решимость продолжать расследование и не забывать историю, которая объединяет людей и храм. Наутро к храму приехал мастер Михаил Кузнецов, владелец небольшой бригады рабочих по дереву и прагматик без лишних слов. Он внимательно осмотрел дуб и выпуклость, проглядел структуры волокон и подошел ближе к месту, где ствол, казалось, держал нечто большее, чем просто древесину. Его взгляд был сосредоточен, а голос спокойный, но твердый. Ствол здоров, однако риск сдерживания его веса возрастает. «Можно вскрыть выпуклость и посмотреть, что внутри?» — спросил он, не снимая защитных очков, и добавил: «Но делать нужно осторожно, чтобы не повредить то, что внутри хранит историю и, возможно, память нашего города». Он предупредил команду: работа должна быть аккуратной, без спешки и суеты, потому что любое неправильное движение может привести к непоправимому обрыву сюжета. В ходе подготовки он расправил инструменты: стамески, маленькие пилы, тонкие сверла и защитные ремни. Мастер рассказывал о своей репутации: сохранять целостность древесины, не повредить корни, не повредить бронзовую оболочку, чтобы не разрушить то, что внутри хранит. Рабочие, затаив дыхание, прислушивались к каждому звуку и движению. Они начали аккуратно снять кору вокруг выпуклости, чтобы не травмировать саму поверхность дерева. Каждый слой подвергался проверке. Сначала внимание фокусировалось на краек, затем на глубине, где металл мог блеснуть первыми огнями, и толпа вокруг них с замиранием наблюдала за нюансами действий. Ступая осторожно, мастера добились того, что появился первый блеск металла на свету, и в этот момент атмосфера вокруг стала еще напряженнее. Под пальцами Гавриила и у рабочих ощущалась вибрация, будто внутри ствола действительно живет нечто большое и тайное. И вот, шаг за шагом, они поняли, что внутри дерева лежит не просто полость, а огромный предмет, скрытый корнями и годами. Это был колокол, большой бронзовый монолит, стоявший почти вертикально, с едва сохранившимися на нем надписями и датой 1791 года. Огромная часть металла медленно освободилась из древесной матрицы, и толпа вздохнула одновременно, будто встречала долгожданное возвращение чего-то святого и неотчуждаемого. Толпа вокруг затаила дыхание, когда рабочие начали осторожно освобождать колокол из ствола. Легкая пыль и древесная крошка поднимались в воздух и оседали на шрамах металла, а каждый новый слой древесины открыл перед людьми еще одну страницу истории. Колокол был так плотно сросшийся с деревом, что его извлечение требовало не просто силы, а точной синхронизации движений. Чтобы не повредить бронзу, нельзя было спешить. Рабочие двигались медленно, словно танцоры на тесной сцене. Сначала сняли несколько слоев дерева, затем еще, и чем глубже они уходили, тем яснее становились детали. Вдруг появился блеск на бронзе. Надпись была видна прямо на поверхности, и толпа ахнула. Кто-то из работников произнес шепотом: «Это колокол», и все ощутили, что перед ними не просто какой-то артефакт, а целый мир, запечатанный внутри дерева, говорящий языком веков. Отец Гавриил подошел ближе к месту, где блестела надпись, и стал рассматривать каждую букву, каждую крошечную точку на бронзе. Он нашел датировку — 1791 год,
И еще одно послание. Во славу Божию и святого Николая Чудотворца, рядом с именами жертвователей и мастера. Выйдя за пределы сюжета, толпа с любопытством обсуждала, как колокол попал внутрь дерева. Кто-то предполагал, что корни могли обнять колокол в течение столетий, кто-то, что колокол мог быть закопан в коридоре времени, и дерево просто захлопнуло его внутри. Анна Петровна подошла ближе и прошептала: «Это тот самый колокол, которого мы искали». Она вспомнила старые записи и согласилась с тем, что найденный предмет действительно совпадает с тем, что исчез в 1893 году. Священник же, внимательно изучив надписи и сопоставив их с архивами, почувствовал, как внутри него загорается тревога и радость одновременно. Это не просто находка, это ключ к истории, которую нужно хранить и уважать. В процессе дальнейшего извлечения колокол выглядел так, будто дерево стало его второй кожей, и имело смысл в том, чтобы не разрушать этот союз, а освободить и показать миру целостность артефакта. Хоть находку и восприняли как чудо, у людей завязалась дискуссия: вернуть ли колокол в церковь или передать в музей, чтобы увидеть его весь мир. Дмитрий Волков, сын главы администрации, появился на сцене с идеей туристического проекта, который мог бы принести городу деньги и славу. Он говорил уверенно, убеждал людей в экономическом смысле сохранения находки и того, что музей может стать центром притяжения, где можно показать уникальность и историческую ценность. Но отец Гавриил знал, святыня не продается, и что жизнь церкви важнее золота. Дмитрий продолжал давить. Колокол должен быть доступен людям. Музей может принести прибыль и часы славы. Представьте только, как город оживет туристическими маршрутами, как школьники и старшее поколение будут приезжать, чтобы увидеть этот артефакт и узнать историю. Священник ответил твердо: колокол принадлежит храму, и его вернет только Бог и церковь. Он не может быть товаром, который можно передать за деньги или под музыку рекламной кампании. Дмитрий улыбнулся, но в его глазах блеснул холод, и он сказал: «Подумайте о выгоде, опубликуем информацию, привлечем финансирование и создадим музейный зал, который будет служить городу». Однако голос отца Гавриила оставался твердым: «Святыня — это не развлекательный объект, это часть нашей веры и памяти». Он добавил: «Мы будем действовать по закону и по совести, постараемся найти законный и справедливый путь, который сохранит колокол в его истинном доме — церкви, где он служил на протяжении многих лет». Толпа слушала, многие кивали, некоторые цокали языками, но священник удерживал линию, пока Дмитрий пытался маневрировать между обещаниями и давлением. В этот момент близкий к делу губернаторский штаб занял более серьезную позицию. Не спешить с выводами и не забывать о законности, и это заставило Волкова задуматься о том, чтобы не переходить границы. Разговоры продолжались, и каждый фигурант пытался найти тот самый компромиссный пункт, который позволил бы сохранить историческую память и обеспечить безопасное регулирование доступа к находке. Слухи о государственном интересе и случайной краже колокола нарастали. В городе появлялись новые персонажи и новые версии. Музейная экспозиция, московские антиквары, частные охранники и попытки давления времени. Но отец Гавриил верил в правду. Колокол был найден на территории церкви, его место здесь. Он стал обращаться за поддержкой к прихожанам и к местной администрации, объясняя, что это не просто предмет, а часть их общей памяти и веры, и что любые действия должны быть законными и гуманными. Но на ход дела влияли не только мораль и вера, но и деньги, и влияние.
Дмитрий Волков появлялся все чаще, будто бы пытаясь сделать дело более эффективным с точки зрения бюджета, и он стал говорить с людьми, которых знали его связи и влияние, чтобы поднять вопрос о быстром разрешении проблемы. Анна Петровна, которая знала многих людей в городе и за его пределами, пыталась держать фокус на истории и на том, что колокол действительно принадлежит церкви, но ощущение давления усиливалось. Голоса в толпе перемешивались с призывами к скорейшему решению, а люди начинали думать, что идеальный исход не всегда совпадает с тем, что справедливо. В городе возникла атмосфера ожидания и тревоги. Каждый шаг как шаг по минному полю, где на кону не только предмет, но и доверие к системе и к тем, кто ее защищает. После нескольких месяцев судов и расследований дело вышло на сцену области. На слушаниях выяснилось, что изъятие колокола было проведено через поддельные документы, а к афере причастны не только чиновники, но и частные лица, связанные с московскими коллекционерами. В итоге суд принял решение вернуть колокол церкви Святого Николая в Березовке, но с тяжелым оттенком сомнения. Сумма переговоров и маневров заставляла думать, что в городе действует не только закон, но и некая скрытая сеть интересов. Однако цена победы оказалась высока. Город и церковь заплатили моральную цену: подозрения, расследование и политическое давление. Но звон колокола, который вновь зазвучал над Березовкой, стал символом того, что справедливость и вера могут выдержать даже против системы, когда люди не сдаются и продолжают отстаивать правду. В рамках судебного разбирательства появилась еще одна ниточка. Свидетель Виктор, охранник, который помог отцу Гавриилу попасть в дом Рогова, начал говорить правду, что вся схема была продумана заранее и что роль Дмитрия Волкова была не случайной, а частью большей стратегии. Слова Виктора стали поворотным моментом, потому что они подтверждали, что нечто большее, чем простой конфликт между храмом и музеем, скрывается за этой историей. Через год после возвращения колокола город обрел не только святыню, но и культурное возрождение. В музее стали появляться экспозиции, рассказывающие историю дерева и колокола, а также жизни прихожан и местной общины. Это привлекло путешественников, паломников и студентов, что привносило в город новые идеи и финансирование для образовательных программ и благотворительных акций. Дмитрий Волков, переживший серьезное раскаяние, ушел в местную школу учить историю, понимая, что деньги не дают счастья, если ценности разрушены, а память и совесть – это настоящее богатство. Владение колоколом осталось за храмом, но город увидел, что истинные ценности в совместной работе, памяти и честности, а не в материальной выгоде. Отец Гавриил, который когда-то думал, что справедливость победит быстрее, теперь видел, как вера и община могут изменить мир к лучшему. Он стал свидетелем того, как люди ищут правду и помогают друг другу в трудные времена. Город Березовка стал свидетелем того, как можно переосмыслить историю и превратить ее в урок для будущего, и колокол стал символом этого пути к свету. Так дуб, который терпел внутри себя тайну века, стал не только символом загадки, но и залогом единства города и его веры в лучшее будущее. Звон колокола, возобновившийся на площади после долгих лет молчания, звучал как чистый голос истины, напоминающий всем о чуде не обязательно сверхъестественном, а скорее о чуде человеческой силы. Это был звук, который объединял поколения. Дети, взрослые и старики вместе слушали его и читали историю в его музыке, понимая, что настоящие ценности не в богатстве, а в помощи друг другу и в сохранении памяти. Отец Гавриил стал старше и мудрее. Он смотрел на звонницу и видел, как ее звук соединяет людей, как люди делят одну песнь, одну веру и одну надежду.
Он рассказывал прихожанам о чуде не как о таинстве света, а как о проявлении человеческой доброты, когда мы действуем вместе и не сдаемся перед лицом несправедливости, мы создаем что-то, что действительно меняет мир. Этот звон стал началом нового пути для Березовки: музейная экспозиция, туристический поток и благотворительные проекты, направляющие средства на образование, здравоохранение и инфраструктуру. А колокол, наконец зазвучав, стал напоминанием о том, что добро, настойчивость и честность могут победить даже сложные преграды, и что память людской истории всегда найдет путь к свету. Колокольный звон теперь звучал как символ единства и надежды, и каждый раз, когда он разносился по площади, люди вспоминали о той необычной выпуклости дерева, которая хранит в себе щемящее напоминание о вечных ценностях, вере, надежде и любви. Спасибо, что прослушали историю до конца. Ваше внимание — не просто любопытство, а поддержка того, что мы делаем здесь. Рассказываем о людях и их поступках, чтобы каждый мог поразмышлять о том, как вера и справедливость могут менять жизни. Подписывайтесь на канал. Расскажи мне, чтобы не пропустить новые истории. Здесь мы предлагаем не только захватывающие сюжеты, но и попытки понять мотивацию героев, их страхи и смелые решения, которые приводят к переменам. Оставайтесь на связи в комментариях. Нам важно ваше мнение, ваши вопросы и ваши идеи для следующих рассказов. Поделитесь этим видео с друзьями и близкими. Расскажите им о том, что нашли здесь, и о той силе честности, которая может изменить круговорот судьбы. В описании под видео вы найдете каталог всех историй, а также ссылки на дополнительные материалы, объяснения персонажей и исторических контекстов, чтобы вы могли глубже погрузиться в мир, который мы создаем. Мы продолжаем работать над новыми историями каждый день, чтобы вы могли окунуться в мир, где добро и правда сталкиваются с вызовами, но всегда находят путь к свету. До встречи в следующем выпуске и благодарим за то, что вы с нами.